Привет всем! Тема моего сегодняшнего видео – что делать, когда грустно, как выйти из депрессии и как выйти из затяжной апатии. Это такие вопросы, которые актуальны уже тысячелетия, и люди сколько живут, столько они интересуются ответами на эти вопросы. Это также актуально для меня, поэтому мне хочется поделиться тем, что помогает мне, когда мне грустно, и, может быть, я вам дам какие-то советы. Итак, первое, это все очень банально. Нужно искупаться, помыть полы и помыть посуду. Когда дома чисто, когда вы сами чистые, это очень приятно, и сразу появляется какая-то гармония и внешняя, и внутренняя. Когда я мою полы, я представляю, что я выметаю из дома грязь и негатив. И также это идет очищение меня, в том числе, от негатива. И мне это очень помогает всегда. Знаете, самые лучшие мысли приходят во время купания. Это не мои слова. И на самом деле, когда вы массируете голову с шампунем, промассируете все вот эти проблемы, какие-то назойливые мысли, они как-то упорядочиваются, и решение многих проблем приходит сами по себе. Я это часто замечала. После купания мне сразу хочется что-то делать, сразу хочется шевелиться. Опять-таки, вода смывает полностью негативную энергию, и у меня появляются силы. И очень хорошо послушать после купания какую-нибудь музыку, такую мотивирующую или релаксирующую, наоборот. Поставить ее фоном во время того, как вы делаете какие-то дела, какую-то работу. Очень важно хвалить себя, повышать свою самооценку. Если у вас высокая самооценка, то хорошее настроение создается само по себе. Как это можно создать? Можно взять зеркало и говорить себе комплименты, говорить, как сильно вы себя любите, какие вы красивые, какие вы замечательные, уникальные, как вы сильно себя любите, что вы самый лучший на свете. Эти вещи очень помогают, потому что если вы любите себя, то вас любит весь мир. Также для девочек отлично работает, если вы берете расческу и начинаете себя причесывать и говорить себе комплименты. Это просто какое-то заклинание, сразу девушка становится красивой и больше себя любит. Появляется такая аура красоты, и даже в глазах других людей девушка становится более привлекательной и более красивой. Ну и она сама себя начинает чувствовать тоже более красивой. Взращивание любви к себе. Если у вас есть свободное время, то лучше не проводить его в депрессии, в грусти, а заняться тем, что вы действительно любите, своим любимым делом. Это может быть хобби, это может быть чтение книги, это может быть какая-то работа, которая вам нравится, все что угодно. И сразу вы получаете какой-то фидбэк от того дела, которое вы выбрали. Потому что это не то дело, которое вам навязывают какие-то люди, это не то, что вы должны сделать, это то, что нравится вам. Это ваш маленький мир. И, конечно, такие вещи очень заряжают. Мне, например, нравится плести бисером, и в свободное время я занимаюсь тем, что создаю какие-нибудь красивые украшения. Благодарности. Но, наверное, хорошее настроение начинается с того, что мы начинаем видеть все хорошее вокруг. Это не то, что мы надеваем розовые очки, нет, мы просто начинаем замечать хорошее в каждой мелочи, в каждом нашем действии, в каждой нашей прогулке. Мы начинаем видеть что-то хорошее. Меня это очень вдохновляет, и я всегда благодарю все, что угодно, и кого угодно, и себя в том числе. Я всегда благодарна. И когда я гуляю, я благодарю солнце за то, что оно светит, и в лучах солнца можно видеть красивые вещи, красивых людей, красиво блестит снежок. Как я уже писала в Инстаграме, красота часто у нас под ногами. Все очень просто. Попробуйте благодарить, и мир будет тоже вам благодарен. И просто будет вам улыбаться. Люди это очень любят. Фитнес. Фитнес занимает очень много энергии, поэтому здесь нужно подбирать время для него определенное в своем графике, чтобы после него вы могли отдохнуть и прийти в себя. Чем полезен фитнес? Он забирает очень много негативной энергии, просто
он высасывает все силы и негатив вместе с ним. Поэтому я очень советую всем заниматься какой-то активной деятельностью, разгонять свою лимфу, потому что часто наше настроение зависит от того, что у нас в теле очень много зажимов. И чтобы их разогнать, вот как раз идет разгон лимфы вместе с какими-то активными упражнениями. И вот негативное настроение уходит. А самое классное — это то, как вы чувствуете себя после фитнеса. После фитнеса идет такая приятная усталость в теле. Это не связанная усталость с утомлением, это усталость в мышцах, которая говорит, вот потом мышцы будут выглядеть гораздо круче, гораздо более гладкими, тело будет худеть после фитнеса, потому что тело худеет не только в процессе фитнеса, но и после него. И это очень радует на самом деле. Если вам очень грустно, то я советую вам позвонить любому своему другу, навязать свое общение и просто поговорить, совершенно неважно о чем. Это не нужно жаловаться на свою жизнь, на то, что вас беспокоит. Нужно просто говорить о чем угодно, но не о проблемах. И вот такой разговор действительно поможет выйти из депрессии, из апатии и как-то вас зарядит. Потому что вообще любое общение с людьми, оно очень сильно заряжает, очищает, и как-то чувствуешь себя гораздо лучше после этого. Вот. Ну, я надеюсь, у вас есть такие друзья, которым можно позвонить в любое время, пускай даже в 12 часов ночи, и которые будут готовы с вами пообщаться. Еще очень важный момент, который я поняла в своей жизни, это то, что из депрессии вас не вытянет никто. Вам никто не поможет, кроме вас. То есть берите свою жизнь в свои руки, меняйте ее в хорошую сторону, меняйте свое сознание и просто поймите, что у вас всегда есть выбор: либо страдать и быть грустным в депрессии, либо быть веселым и счастливым и получать веселье в качестве фидбэка от других людей. То есть мы можем всегда помочь себе только самостоятельно, только путем самоосознания, только путем каких-то активных действий. И, кстати, по поводу действий, знаете, от чего часто люди грустят? От несбывшихся мечтаний, от того, что их цели не реализуются, от того, что у них в голове есть повторяющиеся какие-то мысли, которые не дают им покоя, будь то цели, опять-таки, или какие-то планы, которые, к сожалению, не реализовались пока что. Что я вам советую? Берите и делайте. Берите это дело большое, пускай оно, вот эту проблему вот у вас или план, берите его и реализовывайте. Вот. Не нужно бояться совершенно, нужно просто понимать, что, возможно, это дело не настолько уж большое, грандиозное, что вы не можете к нему подойти и подступиться с разных сторон. На самом деле все может быть куда проще и по силам вам. Я в вас верю, верьте и вы в себя. Не бывает быстрых результатов, мы всегда достигаем каких-то целей постепенно, шаг за шагом. Не бывает такого, что человек сразу профессионал. Идет очень большой период практики. То есть я понимаю, что это видео сейчас тоже будет не идеальным. Но я работаю над собой. Мне хочется быть видеоблогером, мне хочется транслировать в мир какие-то вещи, свои мысли. И я очень хочу много подписчиков, поэтому подписывайтесь на мой канал. Часто наше настроение зависит банально от биологии. Либо у нас зажимы в теле, либо у нас лимфа застоялась, либо у нас гипоксия, может быть. Это то есть дома слишком часто много сидите, и появляется бледность на лице, отсутствие кислорода, кислородное насыщение мозга. В таком случае нужно идти гулять. То есть здесь даже не обязательно уже фитнес, просто выйдите на улицу, погуляйте. Это очень помогает от депрессии. Для того, чтобы выйти на улицу, не обязательно носить макияж или собираться. Вот не нужно бояться того, что вам нужно собираться или еще что-то. Нужно просто выйти погулять, посмотреть на мир. Вот. Никто не знает, что вы встретите каждый день, каких людей вы увидите. Даже просто наблюдая за людьми, вы можете получить какую-то мудрость, какой-то заряд бодрости, какие-то интересные мысли вам могут прийти в голову. И, конечно, это все очень помогает выйти из депрессии. Очень хорошо, если вы гуляете каждый день
и если ваши прогулки проходят утром, рано. То есть не откладывайте прогулку, если вы проснулись, допустим, в 10 часов утра, идите прям сразу гулять, потому что солнышко светит, снежок блестит, все на улице прекрасно в солнечном свете, все красиво, вы заряжаетесь солнечной энергией, вы получаете энергию от воздуха, свежего кислорода, насыщаетесь воздухом. Мозг тоже очищается от лишних мыслей, потому что наедине с собой вы можете послушать себя и понять, какие у вас проблемы, как их решить. И, возможно, они на самом деле совершенно не глобальные. Возможно, это просто накручивание себя. И они не стоят того, чтобы переживать. Вообще, человек — это настолько большой заложник своих мыслей и комплексов. Вот люди часто боятся что-то взять, потому что надумывают себе проблемы, препятствия придумывают. Но на самом деле в жизни все гораздо проще. И в это нужно верить. Еще один способ, который очень близок к методике благодарности постоянных, это методика наслаждения. Назовем ее так. То есть, когда вы гуляете, вы наслаждаетесь. Когда вы едите, вы наслаждаетесь. Когда вы купаетесь, вы наслаждаетесь. Все, что бы вы ни делали, вы должны получать от этого какое-то удовольствие. И его очень легко найти. Поэтому просто находите какие-то хорошие моменты во всем, и у вас не будет проблем с плохим настроением. Чтение. Читать нужно абсолютно в любом возрасте, независимо от того, как много вы читали, или независимо от того, какое у вас образование. Читать нужно всегда, все что угодно, все, что вам интересно, все, что вам нравится. Чтение очень успокаивает наше ментальное состояние, и вообще оно дает такое спокойствие, гармонию. Когда вы читаете, вам уже совсем не хочется с кем-то ругаться или грустить, не хочется депрессивить, как я это называю, это мой неологизм. Просто чтение, оно успокаивает, оно очищает, оно облагораживает душу, и также очень вы становитесь умнее от чтения. Когда вам грустно, не стоит винить весь мир в этом. Если вам грустно, то, скорее всего, в этом виноваты только вы. Нужно просто брать ответственность за свое настроение и за то, что происходит в вашей жизни. За это нужно брать ответственность. Если вам очень грустно, то попробуйте поднять кому-нибудь настроение. Сделайте кому-нибудь комплимент. Если с вами общается друг, то искренне похвалите его. Если у вас есть ребенок, и он говорит, что принес из школы тройку, то не опускайте вот так руки, не говорите: ой, ну вот, он тройку принес. Нужно сказать: о, тройка — это не двойка, это отлично, молодец, прям вообще супер, замечательно. Мне очень нравится хвалить, и мне нравится получать комплименты тоже в ответ. Такие вещи поднимают настроение. Это своего рода обмен добром, обмен теплой энергией. Еще мне очень поднимает настроение еда, которую я приготовила самостоятельно. Потому что я очень люблю много приправ, я очень люблю готовить по своему вкусу. И меня даже дома называют королевой специй. Но разве это не смешно? В мире столько удивительного, столько прекрасного. Выходите на улицу, гуляйте, наслаждайтесь тем, что вы делаете, что вы едите. Будьте благодарны за все, что вы имеете. И со временем вы будете ощущать только приток положительной энергии в вашу жизнь. Берите ответственность за свое настроение, пытайтесь себя веселить сами, прорабатывать свои проблемы. И пусть будет в вашей жизни счастье. А с вами была я, Анна Потрываева. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам света.